времени с другим телефоном. Она не знала же, что будет собрание. Все. Понятно, понятно. Все, я отключаюсь. Слава на связи. Хорошо, спасибо. Спасибо. Так. А связь пропала. Надеюсь, вы войдете. Ане мы звоним, Ани нету. Так. Илюш, Илья, Что? Я слышу. Я тебя не вижу и не слышу. Точно. Вот теперь я тебя вижу. Привет! Привет! Ты меня слышишь или нет? Я да. Ну, а я не понимаю, слышишь ты меня или не слышишь? Понимаешь? Он вас слышит. Так. Переводчик. Я радуюсь очень. Особенно, вот я ребятам с первой группы, а была Алиса на первой группе, и я говорил вам, и ей говорил, и всем ребятам сказал, вы так меня тронули своим обращением, своим пожеланием, вы такое чудо сотворили. Слава, ты понимаешь, о чем я говорю? У тебя звук выключился. Я тебя не слышу, ты звук выключил. Да. Вот теперь вижу, да. Теперь слышу. Слышу. Я рад вас видеть. Я рад, что вы меня поддерживаете. И когда я с 10 числа смотрел ваше поздравление, чтобы я быстрее выкарабкался из больницы, быстрее поправился, у меня слезы навернулись на глазах. От радости, что у меня есть вот такие замечательные ребята, не черствые, неравнодушные. Ребята, которые переживают, и видно по вашим глазам, как вы переживали, как вы посылали мне свою энергию на то, чтобы я выздоровел. Мне это настолько приятно, что я сам себе сказал, все, больше не болеть, выздоравливать. Потому что было мне очень плохо, было очень трудно. Было, но надеюсь, что сейчас, вот второй или третий день, я себя уже нормально чувствую, активно чувствую себя. И я рад, еще раз говорю, рад нашей встрече. Итак, мы сегодня встречаемся и начинаем продолжать наши занятия. Алиса уже в первой группе прошла, и она уже многое как бы слышала, она уже в теме, чем мы будем сегодня заниматься. И чудо нет. Так, стоп, не рассказывай всего. Значит, что я прошу? Я прошу вспомнить о наших занятиях, зачем мы их проводим, для чего мы проводим наши занятия и какой смысл в наших занятиях. Кто первый готов? Илья ответить или Слава? Я уже отвечала. Кто готов ответить на мои вопросы? Зачем мы этим занимаемся? Что мы делаем? Для чего мы делаем? Ой, не знаем. Просто занимаемся. Чтобы верить в предлагаемые обстоятельства. Молодец. Близко очень. Пожалуйста, Алиса. Развивать фантазию. Использовать и развивать свои природные данные для того, чтобы больше знать, уметь использовать свои природные данные. Цель – интересно жить, улучшая мир своим присутствием в этом мире, своей деятельностью в этом мире, своим желанием, самое главное, своим желанием удивлять мир и вести его за собой. И получать от этого удовольствие во всей жизни и до конца дней своей жизни, используя свои природные данные. Второй вопрос заключался у нас, давайте рассмотрим. Для того, чтобы
подчеркнуть, да, как мы двигаемся в этом направлении, то есть развитие своих природных данных, какие упражнения, на какую тему мы с вами выполняли и знаем, что есть уже определенные упражнения для того-то, а это для того-то, а это для того-то. Илья, какие упражнения и на тему какую? Слава, молчи. Слава, подключайся, давай. Упражнение с руками. С чем? С руками. С руками. А точнее, нас волнуют с руками упражнения или действия, которые мы там производим? Упражнение с телом. Как? С телом. Телом. Но мы не только телом, мы душой работаем, и телом работаем. А для чего? Пожалуйста. Вы спросили, что мы делаем. Мы делаем передавание. Нет, правильно, то, что сказал с руками, ты повторяешь. А как это мы выражаем? Основная задача – научиться вниманию, пользовать свое внимание, которое дано от природы каждому человеку, наблюдательность и фантазию. Вот наше основное. С этого мы начинали. И какие упражнения мы делали на внимание, какие делали на наблюдательность, какие мы делали упражнения на фантазию. Ну, На вспомни. внимание, Давай. на внимание мы делали хлопок, то, что вы хлопали, а мы должны были уловить его. Уловить мой хлопок. Да, было такое упражнение. Пожалуйста, Алиса. Этюды. Что? Этюды. Не понял твои фразы. Этюды. Этюды – это следующий этап. Чтобы Это на фантазию. Итак, по порядку. Зеркало. Мы делали, правильно, есть упражнение зеркало, оно на внимание. И еще один параметр там включается. Называется внимание чувство локтя партнера. Мы учились взаимодействовать, не просто использовать внимание, а взаимодействовать с партнером в этом упражнении. Какие еще упражнения помните? Давайте. С руками. Диктант помните? Да. Что мы делаем в диктанте? В диктанте вы нам говорите, что делать, нам нужно поднять, вы нам говорите цифры, и нам нужно на эти цифры подняться, обойти стул. Илья, давай сформулируем более точно. Я говорю порядок действий у стульчика и вокруг стульчика, а это ваш именно предмет стульчик, и в этом пространстве работать по тому порядку действий, который я вам диктую. Вы обязаны это заполнить и после слова «начали» выполнить. Здесь внимание, внимание внутреннее и внешнее работает, да? Вспомнил, Илья? Так, Алиса выключилась. Слава, куда ты отключаешься? Все время куда-то дергаешься. Для чего мы занимаемся? Для чего я прошу вспомнить это все? Потому что я хочу, чтобы у вас созрела полностью последовательность тех упражнений, которые часто задают вопрос. А зачем это упражнение? А зачем это упражнение? Люди делают упражнения. Они что, обезьяны? Я им сказал, они делают. Нет, меня это не интересует. Меня интересует, чтобы вы понимали каждое упражнение, для чего вы это делаете. Какие параметры вы свои личные настраиваете, потому что человек – это инструмент, живой инструмент. И мы говорили, что человек наделен от природы 5 чувствами, которые использует в повседневной жизни, не задумываясь.
Он может осязать предметы, он может видеть, он может слышать. Это все параметры наших чувств. Он может чувствовать вкус. И он может, да, вижу, да, звук, видение, осязание, вкус и еще обоняние, запахи. И мы в жизни эти все параметры пользуем, не задумываясь. Все отлично, все хорошо. Вот на этих параметрах мы и проводим занятия, чтобы развивать следующее направление. Уметь использовать свой человеческий, данный от природы инструмент, чтобы комфортно чувствовать себя в любой ситуации. Но основная цель – научиться владеть полностью собой, настолько владеть собой, чтобы получать радость, удовольствие от действий, от жизни. И это не важно, станете ли вы великими актерами, или вы будете великими медиками, или вы будете великими научными сотрудниками, или просто профессионал-инженер, который изготавливает, я не знаю, да, стенные блоки для строительства домов. Профессий много. Но если человек работает в любой профессии ради денег, это неинтересно. А если человек вкладывает свою душу, свое стремление, а ему еще кто-то платит за это деньги, а он получает удовольствие от своей работы, да, это интересная жизнь. Пройдя все разнообразные упражнения, вы только 3, 4, 5 вспомнили, мы с вами их делали гораздо больше. Вот я и хотел, чтобы вы вспомнили. У нас есть упражнения «Петухи» мы делали с вашей группой. У нас есть конкретно упражнение из зеркала, которое мы делали. И было упражнение... Георгий Михайлович. Да. А помните, мы которое новое упражнение делали перед вашей болезнью, там, где один человек ходил с кинжалом, а другой должен был увернуться от него? Да, это из области, оно разновидность имеет, называется петухи. Когда вокруг стула мы ходили, держали в первую очередь внимание на дистанции между друг другом, да? А мы не должны были ее менять, эту дистанцию. Вот взяли первоначальную дистанцию, пошло движение, но один из вас был ведущий, который нападает, а второй был, да, ведомый, который защищался. И тогда включался еще один параметр наблюдений. Если первый тянулся вверх со своим предметом там, да, угрожающим второму, то второй что делал? Асинхронно работал вниз. Асинхронно. Не синхронно, а асинхронно работал вниз. Если ведущий шел вниз, то второй, ведомый, должен был подниматься же столько же наверх. Значит, мы держали постоянное внимание, мы увеличивали это внимание. И мы держали не только дистанцию ровную между нами, мы держали, чтобы стул был между нами, чтобы дистанция сохранялась, и чтобы асинхронно вверх-вниз работали пара. То есть мы все время нагружали наше внимание за партнером. И многому мы через эти упражнения научились. А потом пошли на этап какой? Этюды. Слушаю. Георгий Михайлович, а вот мы же снимали ко Дню Единства стихи, а их кто оценивал, вы или директор Ратмира? Никто не оценивал, это попало мне. Вы создали это для меня, поэтому никому это не показывали, а отправили мне сразу на телефон. Я получил, вы 9-го, по-моему, сделали, 10-го я получил, 10-го я смотрел и говорю, у меня наворачивались слезы от счастья, что у меня такие ребята. И я вижу ваши искренние глаза, вижу вашу искреннюю душу, искреннее желание. И вы искренне, я просто уверен, что вы то, что говорили,
Каждое слово вы не выучили по бумажке, а вы от души, от сердца своего, от своего сердечка, от своего желания помочь мне, у вас рождались слова и мысли на вот этой пленке, которая записала рождение каждого слова у вас и обращение ко мне. Никакая пленка не может повредить искренности вашей. И когда я эту искренность увидел, я был счастлив. И я это оставил и дал оценку этому. На сайте зайдите, в новостях можете почитать. Я написал одно там. Ради этого стоит жить. И еще раз очень рад, что у меня такая команда. Переходим дальше. Итак, мы остановились на этюдах. Да, это следующий этап. Что такое этюд? Слава, Илья. Алиса уже молодец, она уже в работе, она включилась. Смотри, как она мыслит, да? Активно сидит, мыслит. И мне очень интересно наблюдать за ее активностью. Она ничего не говорит. Но смотри, какие живые глаза, как она мыслит на предмет, о котором мы разговариваем. И это здорово. Слава, включайся в работу, не сиди, не спи. Илюш, давай активнее, ты можешь намного активнее работать. Итак, что такое этюд? Я даже не буду говорить, пусть думает. Какие бывают этюды? Зачем эти этюды? Парные, групповые, Я тебя одиночные. перебиваю, извини. Да, мы остановились. Первый этап упражнения, для чего мы их делали и зачем мы их делали. Второй этап, я сказал, этюд. Мы проходили этюды? Вспоминайте, Да. какие этюды есть. Одиночные, парные, групповые. Так, для чего мы делаем эти этюды? И вообще, что такое этюд? Этюд это, ну, Слава не включается, Слава спит. Ну, спи дальше тогда. Алиса. Это коротенькая сценка. И в нем в этой сценке может быть событие. Но сценка откуда? Любое. Откуда? Сценка откуда? Запоминайте еще раз. Этюд, правильно сказала Алиса, это короткая сценка, небольшая. По-другому называется зарисовка из жизни. На основании моего жизненного опыта. Каждый человек, несмотря на свой возраст, уже владеет жизненным своим опытом. 5 лет ребенок владеет уже 5-летним опытом. 12, 13, 15 лет, естественно, чем больше лет, тем больше опыта имеет человек. И вот этюды, которые мы создаем, одиночные, парные, групповые, мы создаем на основании наших собственных наблюдений и жизненного опыта. Жизненного личного опыта. Да, бывает, что-то добавляем, дофантазируем. Но невозможно фантазировать, если мы не наблюдали, если в нашей библиотеке, которая находится в затылке, вот здесь все наши наблюдения. Здесь ценный опыт нашей жизни. Он сюда собирается. И мы, люди, всегда помним об этом. И мы не складываем, это я запомню, а это я не буду помнить. Нет, это происходит благодаря нашим природным данным. Благодаря нашему интересу. Благодаря нашим наблюдениям за жизнью, которые происходят ежесекундно. Итак, этюд – это зарисовка, набросок, сценки из жизненного опыта личного. У каждого человека свой. А для чего? А для того, чтобы можно было научиться фантазировать, творить как одному, как и с партнером, так и в группе партнерской. На любую тему.
Итак, первое задание, которое даю сейчас вам, надеюсь, вы проснетесь, а Илья перестанет зевать. Я на 3 минуты сейчас оставлю, отойду от экрана. На 3-5 максимум минут. Сами, без болтовни, займитесь созданием этюда, придумайте его. Я вернусь, поднимаете руку, говорите, вы... Можете повторить? А что? Какой вопрос? Можете повторить? Повторить? Да, связь плохая. Еще раз прошу. Я на 3-5 минут выйду. За это время даю вам 3-5 минут. Придумать собственный этюд. Придумать этюд на любую тему. Но поскольку вы одни, представьте, что я режиссер или я зритель, а вы придуманный этюд воплощаете в своих домашних условиях при условии, что вас попросил режиссер, что вот есть зритель, и я хочу свое творчество, зарисовку, этюд, показать этому зрителю. И я понимаю, что благодаря цифровой технике, которая есть, я проживаю этот этюд на глазах цифровой техники, которая передает мою жизнь, кадр жизни моей зрителю. Опять зеваем, Илья? Ты почему все время не высыпаешься? Как ко мне на урок, так сразу моментально зевать хочешь. Тебе не интересно? Итак, готовы? Понятно? Этюд на любую тему из своего жизненного опыта показать через 3 минуты. Давайте, думайте. Ну, куда вы все улетучились? Куда вы все ушли? Кто это делает? Кто эти звуки делает? Илья, ты? Куда вы все улетучились? Я уже веду занятия. Сейчас он может ответить просто здесь, компьютер. Я пусть он найдет слово собрание, или он не знает, или он потерял, или что. Я его вызываю, он мне не отвечает. Чем я занимаюсь? Ну, конечно, в чат вошел, я его вызываю,
скайпу. Я его вызываю, а он то ли не у компьютера, то ли где, он не отвечает и не подсоединяется. Пожалуйста. Да, пожалуйста. Я просто должен был позвонить. Вот. Так, давайте включайтесь. Давай включайся и включайся, Илья, давай. Я готова. Ты готова. Я хочу, чтобы они включились. Итак, давайте внимательно посмотрим. Илья, ты не включил? Вижу, и не знаю, смотришь ты нас или нет. Вот, пожалуйста. Итак, мы занимаемся работой. Мы... Как, вопрос? Какой вопрос? Не, я просто готов показать уже. Спасибо, понял. Но первое, пока ты выключился, первое откликнулась Алиса. Давайте смотрим. Этюд Алиса. Смотрим, потом разбираем. Пожалуйста. Начинай, когда можешь. Я уже начала. Все. Спасибо. Слава, ты выключаешь звук. Зачем, непонятно. Зачем ты там щелкаешь все время? Что ты видел этюд, потому что ты вырубился. Для чего мы занятия? Чтобы вы баловались техникой. То выключили звук, то пропали видеоряд. Как можно наблюдать, как можно заниматься, если идет этюд, я прошу посмотреть. Но если хотите спать, давайте спите. Илья, ты видел этюд? Да, я видел. А как ты мог видеть, если ты был вне досягаемости видеозоны? Хорошо. Так, Твое мнение, что это было? Алис, я тебя просил много раз. Коленки твои, они не самое лучшее место для нас, да, чтобы показывать нам. Ты хочешь сыграть роль модели все время. И все время ведешь себя как модель. А я прошу вести себя как ученица. Договорились? Пожалуйста, Илья, что ты понял из того, что ты видел? Я понял, что она сначала рисовала на блокноте какой-то рисунок, но потом через некоторое время у нее что-то не получилось, и она перестала рисовать, обиделась. Спасибо. Слава, включайся. Твое мнение. Ну, тоже она либо что-то писала, либо рисовала, и потом она решила, не понравилось ей. Алис, сейчас я скажу мое мнение, которое я тоже смотрел с удовольствием. Мне нравится твоя загруженность делом. Мне нравится, что ты по-настоящему не изображала, а проживала. И я понял так, что ты имела какую-то задачку решить. Ты решала эту задачку. То она у тебя получалась, то ты с ней не соглашалась и зачеркивала, что это неправильный путь решения задачи. А потом опять заново писала, опять заново решала. Там было два момента. Даже на третий момент ты бросила это занятие, потому что не получалось, и ты разозлилась сама на себя. Кто из нас троих прав? Никто. Я рисовала, но вы правы, только я не задачу решала, я... Ну да, не математическую, нарисовать это тоже задача. Ну да. Так что, да, значит, мы все были правы, мы правильно поняли? Значит, еще раз говорю, молодец, что проживала по-настоящему, молодец, что был внутренний монолог, была собственная вера в действие.
Вот тут ты молодец. Великолепно. Илья, ты поднимал руку, ты готов делать? Давай. Да, готов. Смотрим внимательно на Илью. Мо- Я просто смотрим внимательно на Илью. Можно начинать? Можно. Все. Спасибо. Что это было? Алис? Ты смотрел или ты занималась своими делами? Нет, я смотрела, только я не видела, что он делал руками. Видно было только вот так. Для меня не важно, какая часть работает на зрителя, какая часть Ну, тела. такое чувство, что он что-то писал в тетради. Он по-настоящему был занят делом или есть какой-то там элемент показа для нас, который он использовал? Я даже не поняла. Не поняла. Спасибо. Слава, твое мнение на мои вопросы можешь? Мне показалось, что он что-то откуда-то списывал что-то. Тетрадь. Откуда-то списывал. А момент, когда он посмотрел для нас в левую сторону от себя и глаза закатил на потолок, а потом вернулся к заданию, это относится к элементу показа для нас, или он по-настоящему родился, вот этот поворот его головы и взгляд на потолок? Это, скорее всего, родился. А вот мне как раз это и насторожило. Думаю, был занят человек делом, по-настоящему решал что-то для себя, был занят, увлечен, интересно мыслил, и потом вдруг раз поворачивается голова, он отвлекается от своего дела и начинает мне показывать, что он чем-то недоволен. Какая-то, мол, возникла новая мысль у него. А потом вернулся опять здесь. У тебя не было такого ощущения? Ну да, такое. Что-то с этим связано. Илья, ты понимаешь, о чем я говорю? Ты согласишься со мной или все-таки будешь опротестовывать мое мнение? Не, я просто когда закатил глаза, то что в книге было написано написать сочинение. И там было приведено несколько строчек. Я первые строчки списала, потом начал думать. Принимаю. Может быть, я и не прав. Может быть, я и не прав. Но молодец. Понимаешь, о чем я говорю. Так, пожалуйста, Слава, твой этюд смотрим. Внимательно смотрим, потому что каждая мелочь имеет значение. Георгий Михайлович, а мне Славу не видно. Но сейчас он войдет в кадр и выполнит этюд. И он же не будет за кадром выполнять. Он готовится. Я его тоже сейчас пока не вижу. Все. Я поняла. Спасибо. Поняла, нам расскажи. Он пришел со школы.
и начал делать домашнее задание. Взял ручку, но ручка не пишет. Он взял другую ручку, и она тоже не пишет. Потом пришлось все-таки писать карандашом. Спасибо. Так, Илья, как ты понял? Мне не видно Славу. Ты сейчас его не видишь, что ли? Да, сейчас не вижу. Я только вас вижу. Ну, значит, ты взял, отключил его видео, верни видео. Тут нельзя отключать видео. Я вообще ничего, я вообще компьютер не трогал. Да. Вот как с вами проводить занятия, если вы с техникой все время не умеете работать, и у вас она то работает, то не работает, и все это. И, Слав, давай тогда вопрос, я задам тебе. Алис, Да. вот потому как он проживал, какие еще параметры можем, за что мы можем его похвалить, если нам за что его ругать? Поскольку Илья не видел, будем то, что ты видел, и я видел. Но мне на минуту показалось, что он смотрел не на нас. Так, ну это для меня не главное, куда он смотрел. Для меня, да, когда мы выполняем этюд, для нас что самое главное? Вера в предлагаемые обстоятельства. А вот эти предлагаемые обстоятельства, любая деталь подчеркивает. Он пришел в радостном настроении или пришел немножко недовольный? Недовольный. Он так просто, как будто рюкзак кинул. Твое мнение совпадает со мной. Значит, он атмосферу, как бы желание его собственного выполнить эту задачу, он был ей радостен, для него это было, или это он выполнял нехотя? Ну, он даже не хотел это делать, это просто так. Значит, мы умеем через чувство человека, через веру его личную, предлагаемые обстоятельства, понять, что с ним еще не только внешне проходит, а что и внутренне у него. Внутренний монолог какой, о чем, в какой атмосфере он выполняет это действие. Атмосфере радости, атмосферы удовольствия, атмосферы усталости, недовольства. Это результат, получается, отвечает на вопрос, какой он, да? Что такое как, какой? Это форма. Но форма никогда не будет для нас понятна, если нет правдивого внутреннего содержания. И как мы говорим о том, что мы уже понимаем через внутреннее состояние, через внутренний монолог, через внутреннюю веру в предлагаемые обстоятельства, мы сразу видим и состояние человека, и физические его действия, и он дает нам отличную картинку тогда. Илья, я слушаю, ты тянешь. Вот сейчас, когда вы говорили Славу и Алису было видно, а когда вы перестали говорить, они опять пропали. Я тоже пропала? Да. Мы ничего не трогаем. Это ты у себя что-то трогаешь там, поэтому Не, может быть, глюк. от основного предмета. Может Да? быть, глюк. Это внимание на нашу работу, разбор нашей работы. Мы перескакиваем на технические всякие вещи. И опять зевать начинаем. Да? Слав, понимаешь, как мы разобрали твой этюд? Что нам понравилось? Понимаешь? Вот, Да. да, вот твое внутреннее правдивое состояние, что ты нам ничего не показывал. Ты шел по пути веры в предлагаемые обстоятельства и проживания. А проживание на основании собственного жизненного опыта. Помните, мы как-то делали с вами, там, правда, я диктовал некоторые условия. Звонок в дверь. О, да, помню. Мы подходили и звонили. От того, как подошли,
от того, зачем подошли, от той веры, предлагаемые обстоятельства, почему я здесь появился перед дверной дверью и нажимаю на звонок, и что я хочу от своего прихода. Сразу нам, зрителям, было понятно, кто пришел поздравить с цветами, кто пришел, да, к другу, а друга нет дома, кто пришел к себе домой и звонил. И все было понятно, потому что фантазировали вы. Я вам дал только единственное условие, да? Звонок, дверной звонок. Прийти, войти, я имею в виду перед дверью там или до двери. И каждый нес свою правду на основании своих наблюдений и своего жизненного опыта. Илья, опять ты меня не видишь? Опять ты про технику будешь говорить? Нет. Слушаю. Я еще хотела сказать про упражнения. Помните, мы американцы делали? Напомни мне, пожалуйста. Там, где американец приходил, а его официант не понимал, и он показывал, что... А он просил поесть. Да. Как ты назовешь этот этюд? Это, во-первых, парный этюд. Это групповой этюд. Там не парный этюд был. А, там еще третий официант там еще был, да, по-моему? Нет, там 4 человек было. Ну да, я помню, мы разные варианты делали этого этюда. Групповой этюд, да, правильно. Но я сейчас сегодняшний урок посвящаю и как бы итогу. Понимаете ли вы, да, чем мы занимаемся, ради чего мы занимаемся и что мы хотим в дальнейшем? То есть я как бы хочу подытожить, да, мы, во-первых, не виделись 1,5-2 месяца почти, да, ну 1,5 это точно. Когда занятия прекратились, даже одно было у нас, по-моему, занятие по скайпу, и то не все были. Еще раз подчеркиваю, мы занимаемся для себя, для веры в собственные возможности и для того, чтобы получать удовольствие от жизни и все уметь выполнять и действовать согласно, да, тем природным данным, которыми наградила каждого человека одинаково природа. Для чего? Еще раз повторяю, получать удовольствие от жизни. А удовольствие я могу получать только тогда, когда меня другие понимают. Когда я могу удивить других своими наблюдениями, своими заключениями, своими размышлениями, своими действиями, но на основании жизненного опыта. Поэтому жизненный опыт надо набирать, набирать, набирать. Надо постоянно включать внимание, надо постоянно включать наблюдательность и надо постоянно фантазировать, мечтать. И тогда вы станете лидерами, вне зависимости от какой профессию выбрали, зачем вышли в коллектив, что хотели сказать. Но тогда коллектив и люди будут вас слышать. И если вы сможете удивлять, вести за собой, ваша жизнь не пройдет впустую. Ваша жизнь будет наполнена, интересной для себя в первую очередь. Теперь дальше. Мы с вами этюд сейчас сделали. Вспомнили, что этюд – это зарисовка на основании опыта жизни у каждого разный. И что здесь включается не только наблюдательная система, но здесь может включиться и фантазия моя. Поэтому мы эти этюды делаем. И этюды мы делаем еще парные и групповые. И вы помните, и метро мы делали, и базар делали. У нас они разные. И по-разному эти этюды идут у нас. Но мы для того и работаем, чтобы помнить, чем мы занимаемся. Итак, на сегодня пока все. Илья, тебе задание всем вам придумать на вторник, на 4 часа дня мы запишите, встречаемся. В чате я напишу сообщение сейчас, что следующая встреча у нас будет 17 числа. Это вторник. С вашей группой. Первая группа в 15, вторая группа в 16.
Это я напишу. Задание напишу. Приготовить этюд, опять, зарисовку из жизни, из личного опыта, на любую тему, чтобы было интересно. И пока на сегодня все, но, Алис, мы давно с тобой не работали материал. Это следующий этап, который надо переходить. А следующий этап у нас чужое слово сделать своим. Авторское слово сделать своим. Вот в следующий раз мы перейдем на этот этап, пройдем этюды, разберем и перейдем на следующий этап. И начнем вспоминать, а что же мы делали для этого, а чем мы там занимаемся, а как это все делается. Поэтому я прошу, посмотри свои произведения, можешь вернуться к стиху 36,5, повтори его. И я хочу, чтобы мы потом еще раз его разобрали. Либо вспомню басню, которую мы брали. А я басню разве делала? А ты делала, все делали басни, и ты участвовала, да? Мы делали целый отрывок из басен. Басня, 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 басня. А я там не участвовала в басне. Я даже не знаю, какая у меня была басня. Не спорь, делала. Не знаю, какая басня была. Значит, вот это будет следующее занятие, движение вперед. Илья, к тебе просьба, пожалуйста, посмотри. Мы последний раз работали, но сегодня вот Святика нету. Мы делали тогда парно, но не с тобой. Мы делали «Мой дадыр», мы начали тогда. Если Да, я помню, я помню. да? Вот, да. Вот. А ты участвовал в «Муки Цокотухи». Да, Нет, мы- я в мой дадыре тоже участвовал со Святиком. Мы вдвоем с ним участвовали. А вот видишь, а мне казалось, что Платон тогда участвовал. А теперь, Нет, теперь просьба моя к тебе. Мы перейдем для того, чтобы освоить вот этот материал, чужое авторское слово сделать своим, мы перейдем к так называемому театру одного актера. Это будет не групповой театр, да, потому что не позволяет вот техника, каждый у вас находится в своем пространстве, и через технику эту взаимодействовать можно, но творить очень сложно. Творить, показывать творчество очень сложно. А вот если мы пойдем по пути театр одного актера, то есть каждый из вас, работая с определенным произведением, будет учитывать, что он не просто предлагаемых обстоятельств, которые надо вот текст выучить или что-то, нет. А я хочу, чтобы мы перешли к творчеству, потому что театр одного актера, самый интересный момент наступает тогда, когда актер один, а он поражает, он удивляет. Вот мои наблюдения сейчас по телевизору вечером на Первом канале шел фильм «Бомба». Смотрели его кто-нибудь? Ну, хоть немножечко. Не смотрели. Там появился один актер, который я второй раз вижу его всего лишь на экране. Но то, как он работает, я могу сегодня, глядя на него, мне очень интересно его видеть, мне очень интересно и любопытно за ним наблюдать. И я считаю, что этот актер, это в будущем будет очень известный актер. Это будет высокая профессиональность. Он уже профессионал своей профессии. Он работает образ, в разных фильмах разные образы, но мне здорово, интересно смотреть за ним. Есть актеры, которых я, они повторяются, не очень интересно. А этот актер вызывает огромное у меня уважение. Зовут его Евгений, по-моему, фамилия Ткачук. Что-то слышала. В фильме «Бомба». Если увидите титры или посмотрите через интернет хотя бы первую, вторую серию, обратите внимание на этого актера. За ним большое будущее. Как актер это будет потрясающий, будет очень сильный актер, мощный актер.
А мне это интересно наблюдать, как он сегодня идет уже и выходит на свою профессию, да, чисто профессионально уже становится актером. Вот для меня это очень интересно. Вот я вам делюсь, а это мои собственные наблюдения. И вот я делюсь своими наблюдениями. Думайте об этом, что все зависит от самого человека. Либо он станет профессионалом и будет удивлять мир и вести мир за собой, либо он будет, ну, просто, да, потреблять жизнь, не получая удовольствия от жизни, и может быстро погибнуть даже. Итак, Слава, пожалуйста, жду и думаю, ты уже готов продолжить работу над люди-витики, люди-шурупчики. Ты переписал? Да. Думать над ним думаешь, над этим стихотворением? Понемногу. Обязательно надо думать. Обязательно надо не зазубривать слова, а искать действия на этих словах. Что автор ты переписал, мы пишем с левой стороны, подчеркиваем глаголы, определяем событийный ряд, а справа мы пишем действие. Сравниваем событийный ряд, выискиваем действие на каждое слово. И не забываем, что каждое слово должно рождаться на глазах у зрителя. Оно не должно быть готовое и используемо, ну, чисто таким ремесленным актером. Есть ремесленники и актеры, которые, ну, владеют профессией, ну, постольку-поскольку. А есть профессионалы, о которых вот я сейчас говорил, у которых рождается все. И им не важно, их камера в этот момент снимает, либо они на большой сцене находятся, они живут. А жизнь на сцене – это всегда воздействие на любого зрителя. И когда происходит вот это воздействие на зрителя, то зритель начинает втягиваться, и начинается соучастие зрителя действию, которое идет либо на экране, либо где-то в пространстве каком-то, либо на сцене. И это дорогого стоит. Итак, Илья, мука-сукатуха, сам задание прочитать полностью от начала до конца и постараться до вторника переписать ее в тетрадь, чтобы мы начали работать. Хорошо. Понятно? Алиса, я, в принципе, много раз тебя просил по тексту поработать. То ты ленилась, то ты вылетала, то ты не делала. Поэтому я уже не знаю, что тебе можно посоветовать, какое произведение, но сама поищи тот материал, который тебе будет интересен освоить как актрисе. То есть это либо басня опять, ты говоришь, не работала, значит, давай возвращаться, будем работать. Либо это стихотворение какое-то, либо рассказ. Я не знаю, возьми «Алиса в стране чудес», какой-нибудь кусочек, возьми, и, может быть, у тебя получится. Хорошо? Ну, наверное, я думаю, я буду в ты понедельник. найдешь какое-нибудь решение для того, чтобы двигаться вперед. Нельзя сидеть на прожитом материале, нельзя учиться на том, что я уже прошел, оно забывается. Надо учиться постоянно дальше, 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 дальше. Понимаешь? Да. Поэтому выбирай материал, тебе свобода, тебе мука, цикатуха. Причем материал не парно работать, а театр одного актера. Слава, та же самая ситуация по стиху. Да? Люди-винтики, люди-шурупчики. Я понятно всем задание дал? Да. Этюд и работа, переходим с литературным материалом. Ну, на этом сегодня все. Я был очень счастлив, что Алиска второй раз пришла. Не поленилась, а на второй... Мне просто скучно было бы сидеть.
Только поэтому или потому что ты любишь занятия, как ты говорила, поздравления? Георгий Мне Михайлович, нравится быстрее вернитесь. Мы соскучились по вашим занятиям. Там была неправда? правда. Ну, сейчас правда тоже прозвучало. Я соскучилась. Да, я бы скучала, просто сидела. Нет, тут правда тоже есть. Спасибо вам огромное за поддержку. Спасибо за веру в себя, в первую очередь, что вы занимаетесь полезным, нужным делом. Итак, до вторника. Пока. Пока. До свидания. До свидания, Георгий Михайлович. Счастливо. Да, Пока. Пока, Лизка.